Привет, вы на канале Ставка на Аргентину. Это наш очередной стрим. С вами Леонид. Сегодня я в гордом одиночестве буду рассказывать свои странные мысли по поводу Аргентины. И погнали. Читаем новости за неделю. И новость номер один. Правительство Аргентины простило владение огнестрельным оружием через Мианмак. Здесь, наверное, стоит поговорить о том, что стоит ли вообще разрешать владеть оружием людям в Аргентине. Например, вот на своем примере, когда я сюда приехал, мне казалось, с учетом всех вот страшных вот этих рассказов, да, мне казалось, что это вообще must-have, необходимость. Я начал искать, варианты, допустим, какого-нибудь там травматического оружия, и был вариант купить какой-то травмат. Он один-единственный продается, я так понимаю, совершенно официально, то есть травмат можно купить всем, кому угодно, но цена его была что-то в районе $800. Вот, достаточно дико, да, есть какие-то там пуколки пневматические с газовыми баллончиками, но это уже такая не очень серьезная история, тоже, да, там баксов по 200-300. Огнестрел, это вообще, в принципе, серьезный выбор, серьезное решение. Вот. Касательно, жилья в городе, например, в Буэнос-Айресе, я вообще не понимаю, нахрена он нужен и что с ним делать, только если ты ходишь, не знаю, по ночам где-то по странным районам. Технически в доме, здесь не прямо чтобы супер популярные вооруженные, там, не знаю, какие-то ограбления. Все, опять же, зависит, конечно, от района, где вы живете, но за все время, что я слышал, да, то есть, чтобы вот у меня дом, там у меня есть камеры, да, там на каждом внизу там 5 или 6 камер, у каждого соседа есть доступ к телефону, почти никогда такого не бывает, чтобы соседей не было рядом, то есть, да, любой шум, да здесь ребенок закричит уже в соседском чате, пишут, типа, что там, все нормально или что-нибудь такое, да, или один раз я неделю, мы уехали в отпуск, я, понятно, никому из соседей об этом не сказал, и у нас отключился морозильник, начало вонять тухлятиной, короче говоря, и соседка через 3 дня, когда уже пошел запах, написала в чат, что типа, что-то не то, да, нашли они источник, и написали мне, типа, что за фигня, вы там, она написала, от вас не звука, что они не выходят на связь там несколько дней, ребенок больше не кричит, ничего не слышно, и воняет тухлятиной, типа, давайте, типа, ломать дверь, может, он ее уже убил, вот. Поэтому здесь бдительные соседи, конечно, любой крик, мне кажется, могут услышать. Вот. Но если, конечно, жить за городом в своем доме, то, мне кажется, да, это здравая мысль иметь что-то такое, если особенно у вас не закрытый какой-то барио будет, да, без охраны. То есть, почему нет? То есть я за то, чтобы это было, более доступно, тем более, на практике США видим, что, да, дома, где у людей есть оружие, грабят намного реже, и там уже не обойдется, каким-то обычным вором-дурачком, да, там уже надо серьезно все продумать и напасть. И вот не всегда я уверен, что аргентинский криминал настолько крутой, и у них здесь, обычно преступления слишком на уровне примитивности, особенно если мы говорим про цифровые преступления. Это то, что в России, например, было там 10 лет назад популярно, вот сейчас это популярно здесь. То есть им еще долго до этого. Вот. В общем, я считаю, что это здравая и нужная идея, и если каждый вор будет знать, что ему могут дать отпор, он, конечно, будет 1000 раз думать, чем кого-то грабить. Но понятно, что для этого должно пройти, очень много времени, то есть очевидно, что пока примут закон, пока раскочегарят, пока начнут продавать, пока там люди начнут получать, пока они захотят, а главное, что были деньги, чтобы это купить, да, и надо еще смотреть за процедурами, как это все потом проверяется и так далее. То есть, конечно, это займет, возможно, годы. Но тенденция есть. Вот, перейдем к следующей новости. Право на забастовку в Аргентине, новое ограничение для транспорта, образования и здравоохранения. На прошлом стриме я как раз говорил, что мне не нравится, что может не работать аэропорт просто из-за забастовки. И вот как раз в этих правилах сделали исключение, то есть некоторые сектора, включая транспорт, там производство питания, они могут бастовать, но определенное количество людей. То есть там в законе прописано процент, то есть там где-то 50%, где-то 75%. То есть теперь там 25% бастуют или 50%, остальные давайте-ка, пожалуйста, ребята, работайте. И в прошлом выпуске я говорил, что так и должно быть. И вот он прям вот через неделю эта новость подлетела. Это реально супер правильное решение. Странно, да, что у тебя в стране не работает аэропорт. Это позор на весь мир, во-первых, на мой взгляд. Во-вторых, это просто коллапс экономики, полнейший коллапс. Это потери денег всеми, кроме тех, кто бастует, да. Вот, и, конечно, есть отрасли, где есть непрерывное производство, да, где-то там, не знаю, какие-то там стальные печи, да, раскалены дотла, и если ты там сутки не будешь ее поджигать, то там и потом месяц тебе ее снова зажигать. То есть есть такие вот типы производства, это важно, на мой взгляд.
Вот. И я вот лично счастлив от этого закона. Почему я могу еще сказать? Потому что Аргентина будет зарабатывать, ну, не будет терять так много денег на этих вещах, а деньги, которые Аргентина сэкономит, пойдут на внутри страны, на что-то полезное. Если вы сейчас хотите спросить, где же ты видел, чтобы, ну, типа, государство тратило деньги на людей, ну, для меня, например, важно, чтобы на улице было, ну, плитка была целая помененная, чтобы детские площадки были там прорезинены, да, новые. И эта работа есть и ведется, я это вижу, действительно. То есть детские площадки сейчас вот по Буэнос-Айресу 100% есть программы, где их реконструируют, и это круто. Вот. Вижу, что меняют бордюры. Не везде. Вот у меня, например, около дома нет 3 плиток уже почти, наверное, уже года полтора. Я написал даже на губернию Аргентины, мне никто не ответил. Вот, я даже думал на помойке уже украсть эти 3 плитки и самому их положить, потому что здесь вот всем пофиг. Но технически я вижу, что это происходит, я вижу, что ставят новые мусорные баки. Правда, они не особо защищают от людей, которые туда залазят. Там есть, у них уже появились новые лайфхаки, откручивать эти баки сзади, там гайки есть, и они делают дырку и залазят все равно. Вот, но, по-моему, недавно стали и это как-то заваривать. То есть, ну, как бы на любое действие есть противодействие, да. Это вечная борьба у них, государства и людей, лазящих по бакам. Вот, но технически, то есть я вижу, что действительно какая-то часть денег, она используется. Вот, и понимаете, это не как у нас было перекладка плитки там или асфальта раз в год, каждую неделю там или месяц, а здесь это, ну, редко, но метко, то есть действительно переделывают, и здесь, ну, не разбиваются бордюры там в хлам, да, только когда кто-то строит там дом. И детские площадки, ну, надо года полтора, чтобы убить вот прям полноценно там резину, вот эту вот резину, на которой дети падают, вокруг какого-то там аттракциона определенного, да. Вот, такое бывает, действительно, ну, видно, что реконструкция идет, и мне это нравится. Вот. Давайте посмотрим, что у нас еще есть из новостей. Правительство Аргентины пересмотрело тариф на проезд в автобусах АМБА с мая 2025 года. Проезд подорожает до 397 песо пункта 11. В общем, кстати, что такое АМБА, я вот, хотя здесь живу уже 1,5 года, не знал, недавно совсем узнал, что такое АМБА. Я знаю, что такое КАБА, потому что я живу в КАБе, и когда заполняешь документы, ты всем пишешь КАБА, 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 да, это у нас КАБА, это просто Буэнос-Айрес технически, чаще всего считается в рамках вот этого, ну, типа МКАДа, кольца дорожного, вот. Но хотя технически у нас и микроцентр немножко же за ним получается, а тоже считается КАБой. Вот, наверное, может, я, кстати, не прав. Амба, в общем, это на самом деле Буэнос-Айрес, Гранд-Буэнос-Айрес и пригороды, там, доходящие до Али, не знаю, там, до Оливас, там, Килнес, вот, короче, такой, ну, пригород, скажем так, который имеет больше всего количество людей, там, и, ну, рабочего ресурса и производства. Это называется Амба, ну, то есть, условно, это город и пригород, как Москва и Московская область, типа того. Вот, и получается, что вот они, ну, проезд, стоимость проезда разный. Вот знаете, что мне как раз хотел сказать про проезд? Очень много времени тратится, когда ты заходишь в автобус, и ты должен сказать водителю, куда ты едешь. Ну, во-первых, очень часто бывает, что ты едешь на какой-нибудь там перекресток, да, ты не едешь на конкретную станцию метро, ты не едешь на конкретную точку. Меня это, на самом деле, очень, ну, напрягает очень часто, то, что я сам не знаю, куда я еду, я знаю, что у меня там 5 остановок. Или я знаю, вот мне дали адрес, я нажал на Google навигаторе адрес, я вижу, что едет автобус, я на него сел, и он говорит, куда? И мне надо, значит, на гугле там накрутить, навернуть и понять, куда. Я сам этот адрес тоже и не помню, да, мне его сказали, я его тыкнул один раз. Вот, а от этого зависит цена. Причем цена зависит, ну, там разница типа в 20-30 песо, ну, очень незначительно. Давайте, ну, и все равно каждый человек так должен сказать, он должен вести, иногда он не слышит, иногда он переспрашивает, да, кто-то хорошо говорит, кто-то плохо, они может слышать друг другу, нет. Например, на автобусе, вот у меня есть 180, по-моему, он едет в Лос-Матадерос, и там стекло защитное стоит, и водитель вообще ни хрена тебя не слышит, то есть там надо прям, ну, постараться, чтобы объяснить, куда тебе надо. Вот, почему бы не сделать, ну, стандартный тариф, усредните его. То есть один стоит 500 песо, другой 470. Ну, сделайте 485 для всех, усредните, и просто, чтобы человек пришел и поджал карточку. Все. Это было бы супер комфортно, супер удобно. Больше не надо контактировать с водителем по этому поводу. Первое, да. Второе, водитель не тратит много времени на посадку, намного меньше времени, да. То есть автобус ездит еще быстрее, потому что они стоят на остановках. Уменьшаются пробки в городе, кстати, от этого, потому что автобус стоит, и иногда бывает, что одна полоса, и все машины за ним стоят. Ну, то есть, мне кажется, это вполне здравая идея, потому что, ну, no vale la pena, да, как говорится, ну, не так много денег тратится, короче, разница, короче, не такая большая для тех, кто потеряет, там 15 песо они потеряют, а те, кто там, ну,
другие переплатят 15 песо. Ну, ничего критичного, да, ну, на мой взгляд, это не те деньги, которые мы должны обсуждать, вот, но это облегчит жизнь вообще всем, и городу, и пассажирам, и водителям, вообще всем. По-моему, одни плюсы, вот. Давайте еще посмотрим, что у нас по интересным новостям. Ну, наверное, одна из самых интересных новостей – это про пороги, финансовые пороги, которые появилась, по-моему, буквально 2 дня назад. Сегодня 26 мая, если что, день. Видео выйдет вечером или завтра утром. Вот, смотрите, порог финансовый. То есть раньше, если у вас там на карте лежит 400 тысяч песо, или вам кто-то перевел там 350 тысяч песо, 400, банк сразу отдает эту информацию условно в налоговую с пометкой там а-лям, чувак мажор, он прям вообще супер богат, давайте его драть. Ну, что такое 400 тысяч песо, наверное, сейчас не стоит, да, объяснять. Это вот теперь это уже типа совсем мало. Это там 350 долларов условно, да. Вот мы в день можем купить еды на такие деньги. Но если закупиться прям хорошо, масштабно с доставкой там из кода, то можно купить на 350 тысяч песо. Можно, реально, если постараться. Тем более, если будет хороший купон, хорошая там скидка, да. И на месяц, ну, не на месяц, да даже, не знаю, это там 2 блока молока, 100 тысяч, да, там блок попкорна еще 50. Ну, то есть, по факту, не знаю, консервы какие-нибудь, горошек, там, ну, если оптом взять что-то большое надолго, когда там скидка 50% на этот продукт, вот у тебя и получится. То есть, короче говоря, это небольшая сумма. Вот что я пытаюсь сказать. И, наконец-то, сделали нормальные суммы. Там пороги они на все разные. Ну, где-то там, где-то на 2, 3, 4, 10 миллионов. Там, ну, прям очень существенно все это расширили. И будет здорово, если они будут это хотя бы там раз в год пересматривать, потому что это было бы, ну, совершенно правильно. То есть они должны подтягивать одновременно пороги на атрибуту, пороги там переводов, вот эту всю историю, исходя из инфляции, исходя из курса ПЭС, ну, из всего. Вот. То есть, ну, надеюсь, за это возьмутся, а здесь очевидно, что это все не пересматривали, ну, типа, очень много лет. Вот, и, наконец, ну, действительно, народ вздохнет. Вообще, для чего этот закон был? Типа, чтобы аргентинцы вынесли бабки из-под подушек и положили их на свои счета. С учетом того, что здесь никто не доверяет банковской системе, ну, это очевидный фактор. Вот, для меня, ну, давайте, вот для меня лично, буду ли я хранить деньги на аргентинском счете, но я, в принципе, их всегда храню в каком-то небольшом объеме, ну, не знаю, тысяч, ну, миллион, вот у меня есть много карт, но миллион песо у меня там на них раскидано в общем и целом, да. Почему? Потому что у меня на одном банке там 200, на другом 200, на третьем 300. Каждый день почему-то, ну, скидки в Аргентине на разных картах, да, как мы знаем. То есть в одно промо работает по этой карте в понедельник, другой промо работает по этой карте во вторник. Ну, то есть вот такая вот глупая история, да. Где-то, кстати, прикольно накапливаются деньги, каждый день тебе платят какой-то процент от того, что у тебя лежат деньги. Ну, он такой, бывает, что более-менее интересный. Вот, и где-то я плачу expenses, ну, я плачу там или за электричество только с определенной карты, где в Mercado Pago у меня, например, высвечивается постоянно счета за газ автоматически или за интернет, вот, то есть очень удобно, то есть везде должны быть деньги, чтобы, ну, туда-сюда не переводить, мне так удобней работать, ну, то есть очевидно, что этот миллион тратится за месяц вот так вот вообще, ну, в легкую, в легчайшую, да, то есть по-хорошему можно хранить и 2, и 3, и они все будут в месяц улетать, если так вот подумать хорошенько. Вот. Короче, этот закон мне очень нравится, и я считаю, что это правильно, и это реально путь к тому, что люди будут хранить деньги на карте, вот, и так и должно быть. И давайте какую-нибудь еще последнюю новость с вами запилим. Ну вот, простая новость. Китай вводит безвизовый режим для граждан Аргентины. Туризм, бизнес, тыры-тыры-тыры, 30 дней. Я, кстати, не знал, что у Аргентины с Китаем были ограничения, потому что по российскому паспорту ограничений нет, никаких виз, предварительных ничего делать не надо. Я летал как-то на Бали через Китай. Это, кстати, достаточно года 2 назад, по-моему, да, открылся этот маршрут. Вот. И выходил, там было, надо было выйти, типа, ну, через транзитную какую-то зону, но почему-то мы как будто выходили из аэропорта, хотя багаж летел напрямую, какая-то странная история. Там почти всех русских задержали на границе, на этой таможне. Чуваки докапывались, что у вас лежит в чемоданах, которые летят транзитом как бы, да, вообще. А у меня там лежало 60 или 70 катушек фотопленки, потому что я много фотографирую. Вот, я очень долго пытался объяснить, что это, ну, пленка для моих нужд, она была не одинаковая даже, то есть все катушки были фактически разные. Вот, у меня там лежали пленочные камеры, я говорю, вы там фотопленка. Он такой, да я знаю, что там фотопленка. То есть он даже это знал, он говорит, зачем они тебе? Я говорю, там фотку, тыры-пыры. Вот, в общем, дело в чем? Ну, то есть прикольно, что теперь у нас в силе аргентинского паспорта, да, появился еще и Китай.
Но какие-то, вот смотрите, закон этот вводится, Китай делает облегчение для Аргентины, Бразилии, Чили, Перу, Уругвая. Ну, то есть, на самом деле, там не только Аргентине подфартило. Вот. Ну, мне приятно, что у нас есть еще одна возможность там транзитом, не транзитом, удобно будет посетить и Китай. Ну, как мне пока еще нет, у меня еще нет аргентинского паспорта, он все в очень долгом процессе, как мы знаем, это все сейчас очень длится. Если кто-то вам сказал в красивой сочной рекламе, что вы получите паспорт Аргентины за 7 месяцев, знаете, это полный пиздеж. Вот, сейчас так уже давно нет, и это почти нереально. И здесь, на мой взгляд, я не знаю, не слышал даже, даже какого-то слуха, что кто-то там занес кому-то денег, чтобы быстрее получить документы, или что там кто-то чей-то там сын или друг. Вот с судами, по-моему, так не работает. Это вообще супер большой плюс в плане коррумпированности. Это здорово, что здесь нельзя вот так вот за деньги решить вот хотя бы такие вот вопросы. Мне кажется, что так должна работать система, да, по правде говоря. То есть, действительно долго сейчас и все увеличивается, а как мы знаем, скоро вот можно и 2 года будет жить обязательно, чтобы что-то получать. Вот. На этом мы сегодня закончим наш новостной Аргентина-стрим. Напоминаю вам 2 момента. Первый, что у нас есть сайт, называется mponda.com. Этот сайт я создал лично, это копия Авито. Emponda, donde lo usado encuentra un nuevo dueño. Для Аргентины. Сейчас там только испанский язык, но скоро мы подтянем туда и русский, и английский. В общем, это супер удобная штука, и хватит заниматься херней и торговать в Телеграме своими бушными вещами. Просто добавьте их на Mponda, и там сидят дохренища аргентинцев, которые хотят купить ваши вещи. Просто нужно написать, выложить это на испанском и написать на испанском, и все быстро купится на самом деле. Плюс это удобно, и можно кидать ссылку друг другу, где у тебя, как в обычном профиле в Авито, куча твоих товаров, да, по списку, и люди видят, что вот у него есть это, да, а не как в Телеграме, где сейчас всех просто блокируют. Также там есть услуги, это самая крутая вещь, потому что, я вот как владелец квартиры постоянно страдаю здесь, что у меня то течет, то плесень, то кондей, то еще что-то, и искать услуги, не на все услуги есть, во-первых, русские мастера, во-вторых, не всегда русские мастера берут дешево, и там есть сервисы, услуги, и это супер круто, и я уже несколько раз пользовался местными услугами местных мастеров, можно их оценить по отзыву, кстати, и вполне результат есть. Вот, с сервисами это супер круто. Вот. Ну и последнее, если вы хотите поучаствовать в Аргентина стриме, у вас есть какие-то классные идеи, пишите, все обсуждаемо, можем что-нибудь снять вместе. Нам нужен для этого ноутбук и микрофончик. Вот, с вами был Леонид, ставка на Аргентину. Увидимся на следующей неделе.